Пэй Ин-хёк родился 4 апреля 1998 года. В юности он был самым обычным парнем и даже не помышлял о статусе краше миллионов зрительниц. Его путь к славе не был усыпан розами, а за спиной не стояли влиятельные родственники. Все началось с малого, с крошечных ролей в веб-сериалах, где молодой актер только нащупывал свой стиль и учился работать перед камерой. Тогда мало кто мог разглядеть в этом скромном юноше будущую суперзвезду корейского телевидения. Однако упорство и природное обаяние сделали свое дело. Настоящим поворотным моментом, заставившим зрителей обратить на него внимание, стала роль в популярной дораме «Мой сосед» Кумиха. Его персонаж, студент, безответно влюбленный в главную героиню, вызвал бурю эмоций и огромное сочувствие у аудитории. Этот успешный проект стал мощным трамплином, позволившим Ин-хёку громко заявить о себе. Затем последовал молодежный хит «Взбодрись», где он примерил на себя образ лидера студенческой группы поддержки. Эта роль закрепила за ним статус яркой восходящей звезды и принесла первую волну массовой популярности. Но грандиозный прорыв случился чуть позже. Участие в хите «История брачного контракта Девы Пак» стало катализатором, который окончательно перевел Пэй Ин-хёка из разряда новичков в высшую лигу южнокорейских актеров. Именно тогда его имя начали узнавать не только преданные фанаты, но и широкая публика, а новые предложения от топовых режиссеров посыпались одно за другим. Корейский шоу-бизнес – это индустрия с жесточайшими правилами, где финансовые вопросы звезд охраняются строже, чем государственные тайны. Агентства намеренно скрывают точные цифры доходов своих подопечных, чтобы избежать скандалов, зависти и лишнего давления со стороны прессы. Пэй Ин-хёк здесь не исключение. Вы не найдете его налоговых деклараций в открытом доступе, но аналитики индустрии развлечений могут дать вполне реалистичную оценку его финансовой империи. И эти цифры впечатляют. По оценкам экспертов на 2026 год, личный капитал Пэй Ин-хёка варьируется в диапазоне от 1 до 2,5 миллионов долларов США. Для актера, который еще недавно снимался в скромных веб-сериалах, это феноменальный результат. Откуда же берутся такие деньги? Ответ кроется в резком карьерном скачке. Переход от второстепенных ролей к статусу главного героя означает многократное увеличение гонорара за каждый отснятый эпизод. Дорамы собирают миллионы просмотров, и гонорары растут пропорционально рейтингам. Но сериалы – это лишь верхушка финансового айсберга. Огромную долю доходов Пэй Ин-хёку приносят роскошные рекламные контракты. Люксовые бренды, косметические гиганты и крупные корпорации выстраиваются в очередь за его вниманием. Идеальная репутация и статус кумира молодежи делают его невероятно привлекательным для рекламодателей, которые готовы платить сотни тысяч долларов за одно лишь его лицо в своей новой компании. Личная жизнь Пэй Ин-хёка – это та самая запретная территория, которая больше всего волнует его поклонников. На сегодняшний день официальный статус актера абсолютно однозначен. У него нет ни жены, ни подтвержденной девушки. В реалиях корейской индустрии развлечений открытые отношения часто становятся приговором для карьеры молодого кумира. Агентство жестко контролирует публичный имидж звезд, поэтому Ин-хёк полностью сосредоточен на работе, ставя романтику на паузу ради амбиций и спокойствия фанатов. Но отсутствие официальной спутницы компенсируется горячими слухами о служебных романах. Самая громкая история развернулась вокруг его феноменальной экранной химии с актрисой Ли Сэй-йон в дораме «История брачного контракта Девы Пак». Их взаимодействия в кадре и за кулисами были настолько искренними, что зрители мгновенно заподозрили тайную связь. В сети сотнями появлялись видеоролики с разбором их нежных взглядов и случайных прикосновений. Актерам даже пришлось официально опровергать эти домыслы, уверяя публику, что они просто близкие коллеги. Какая же девушка способна покорить сердце Пэй Ин-хёка? В редких интервью актер признавался, что внешность для него не на первом месте. Его идеальный тип – девушка с хорошим воспитанием, мягким характером и милой улыбкой. Ему важна глубокая эмоциональная связь, искренность и умение поддерживать душевный комфорт. Он ищет ту, с кем сможет чувствовать себя обычным человеком, а не звездой под прицелом камер. Обратная сторона славы Пэй Ин-хёка – это невидимая для зрителей клетка, сплетенная из жестких правил и постоянного напряжения. За безупречным имиджем актера стоит колоссальная работа его агентства OO Entertainment. В корейской индустрии, где малейшая оплошность или слух могут мгновенно разрушить многолетнюю карьеру, менеджеры буквально сдувают пылинки со своей главной звезды. Они контролируют каждый его шаг, фильтруют круг общения и жестко пресекают любые ситуации, способные спровоцировать грязные скандалы.
Пэйн Хёк живет в режиме постоянной самоцензуры, понимая, что его репутация стоит миллионов. Но за этот кристально чистый образ приходится платить высокую цену. Стремительный карьерный взлет и бесконечные съемки неминуемо ведут к эмоциональному выгоранию. Колоссальное давление на съемочных площадках, необходимость соответствовать завышенным ожиданиям режиссеров и хронический недосып выматывают актера физически и морально. У него катастрофически не хватает времени на простую, обычную жизнь, встречи с друзьями детства, спонтанные прогулки или спокойный отдых без оглядки на расписание. К этому добавляется и потеря личной свободы из-за растущей одержимости некоторых фанатов. Чем популярнее становится Ин Хёк, тем агрессивнее нарушаются его личные границы. Сасены, фанаты, преследующие своих кумиров, вынуждают его вести максимально закрытый образ жизни, скрывать свои маршруты и избегать публичных мест. Жилищный вопрос для южнокорейских знаменитостей всегда стоит особенно остро. Пэйн Хёк прошел путь от скромных условий до статусных закрытых апартаментов. В начале карьеры ему приходилось довольствоваться крошечным жильем. Но с приходом больших гонораров уровень жизни кардинально изменился. Сегодня актер может позволить себе элитную недвижимость в престижных районах Сеула. Для него важен не пафос, а строгая приватность и надежная охрана от папарацци и сасенов. На что же тратит свои гонорары восходящая звезда? В повседневной жизни Пэйн Хёк предпочитает комфорт и минимализм. Его стиль вне красных дорожек – это расслабленный кажуал и качественные базовые вещи. При этом он ценит дорогие автомобили и статусные часы, подчеркивающие его положение, но не выставляет их на показ. Люксовые бренды присутствуют в его гардеробе гармонично и без надменности, создавая образ невероятно стильного, но приземленного и доступного парня для своих преданных поклонников. Свободное время, которого у актера крайне мало, он посвящает простым хобби и полному уединению. Ин Хёк обожает проводить редкие выходные вдали от посторонних глаз и суеты мегаполиса. Он любит гулять со своей собакой, играть в боулинг с друзьями детства или просто оставаться в тишине дома, восстанавливая силы после тяжелых съемок. Настоящий отдых для него – это возможность отключить телефон и насладиться покоем, прежде чем снова погрузиться в безумный ритм корейской индустрии развлечений. В 2026 году Пэйн Хёк окончательно закрепился в высшей лиге корейского шоу-бизнеса. Оглушительный успех романтической комедии «Наша вселенная», где он снялся в паре с талантливой Но Джони, доказал всем, этот актер способен вытягивать масштабные проекты и собирать миллионную аудиторию. Его игра стала глубже, а выбор ролей гораздо осознаннее. Пэйн Хёк – это точно не звезда-однодневка, вспыхнувшая лишь благодаря миловидной внешности. Он зарекомендовал себя как профессионал, который не боится сложных драматических вызовов и постоянно растет над собой. Индустрия видит в нем огромный потенциал, а режиссеры ценят его потрясающую работоспособность и умение создавать искреннюю химию с любыми партнерами по кадру. Фанаты по всему миру с замиранием сердца ждут его новых проектов. Ожидания колоссальны, ведь каждый следующий шаг актера становится громким событием. Впереди у него новые амбициозные дорамы, крупный полный метр и еще больше престижных наград. История Пэйн Хёка только набирает обороты, и наблюдать за его восхождением на кинематографический Олимп – это сплошное удовольствие для зрителей.